Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал находится на юге Украины. Это юг самой Одесской области. И здесь у нас так же жарко, как и везде и всюду. Сейчас установилась жара практически по всему миру. Кое-где только прохладно. И сейчас очень актуальны вопросы сбора урожая чеснока и лука для многих огородников и не только. И это время очень важно правильно помочь чесноку и луку созреть, а также хорошо храниться. Дозаривание, процесс дозаривания очень важный процесс, который поможет хорошо храниться в дальнейшем вот этим витаминным овощам. И сегодняшнее видео – это ответ на вопросы наших новичков. Некоторые мне уже отрапортовали в социальных сетях о том, что очень хорошо сделали важное дело, обрезали все стрелки, уже подсохла земля, и подсохли корешочки, а вот эту стрелочку, которая была, нужно тоже убрать, она мешает, и ее тоже пообрезали, оставив буквально сантиметр-два выше вот самого чеснока, почистили, даже обожгли корешочки, как кто-то советует. Все, мы приготовили к хранению. Когда закладывать на хранение? Вот такие в основном вопросы и рассказы о чесноке сейчас. Но это делают новички. А те, кто уже давно занимается чесноком, знают прекрасно правила. Нужно дать возможность созреть до конца из этой материнской стрелки, от этой части чеснока получить все питательные вещества для того, чтобы чеснок полностью был готов к хранению. И сразу хочу ответить на ваши вопросы по поводу семенного чеснока, то есть вот этих стрелочек, которые я собирала на семена. Меня упрекнули, что я не показываю, что дальше происходит. Я сейчас вам покажу. Это было буквально неделю назад. Вот сегодня такая обстановка. Сейчас посмотрите, пожалуйста, как продолжают созревать вот эти чесночные стрелки, а вернее вот эти воздушные маленькие чесночинки будущие. Вот так происходит этот процесс. Семенной чеснок находится по сортам в отдельных местах, для того, чтобы можно было его семена не перепутать и собрать в одном месте. Уже, видите, снимаются вот эти коробочки, домики. И здесь уже созревают воздушные луковички. Вот здесь уже видно. Я обещала показать. Но сегодня как раз и показываю. Это один сорт. Здесь внизу цемент, но здесь солнце всего-навсего несколько часов находится, такое вот прямое попадание солнечных лучей. А так вот потихонечку созревают, идет поток питательных веществ из вот этих побегов, стрелочек, в сами вот эти луковички, в которых находились вот эти воздушные семена. Вот так все сорта отдельно дозариваются, готовятся к тому, чтобы семена уже созрели полностью, и потом можно было бы сеять. Но это еще длительный период, так что даже в жару спешить нельзя. А теперь сам чеснок. Тоже идет процесс дозаривания. Вот смотрите, здесь листики сухие. Можно просто пройтись, немножко листики убрать. Смысл какой его беспокоить по несколько раз. Тем более не всегда хороший знак. И жара такая, поэтому мы ждем, пока вот эта вся часть не высохнет. И вот смотрите, здесь зеленые. Вот здесь, смотрите, все зеленые еще. Вот этот сухой, но это еще и не полностью сухой. Сейчас просто мы разрежем один и посмотрим. Это очень важно, не спешить. Почему я как раз и делаю акцент на этом? Потому что у нас сейчас многие молодые начинающие решили, что порядок, все чистенько убрали, сложили, и этот чеснок будет храниться. Срезали вот так вот до этой части, И что мы получаем в таком случае? Сейчас я вам покажу. В таком случае у нас еще, видите, еле-еле режется. Он еще зеленый, еще питательные вещества есть.
он еще не готов к тому, чтобы храниться. Он только дозаривание идет. И вот сюда идет вот с этой части зеленой, да, еще идет вот сюда к чесноку, вот эти идут все питательные вещества. Да, подсохли уже корешочки, но тоже их не надо спешить. Я даже землю не убираю. У нас была земля мокрая, когда мы собирали чеснок. Но тоже нельзя спешить и обрезать корешочки. Хочу вам показать уже, что внутри происходит. Вот все-таки на примере одного чеснока, смотрите, тут такой идет процесс, тут труды идут такие еще. Чеснок еще работает, сюда еще поступает. Вот смотрите, как интересно устроено в чесноке. Вот чесночина, сейчас мы вот так разделим. Вот смотрите, еще отсюда, вот у нас чесночная стрелка, отсюда еще идут питательные соки, питательные вещества. И вот через вот эту часть и между корешком, вот эта часть, идут вот эти соки сюда, сами зубочки. И если вы вот это обрежете и со всей стрелки вот эти зубочки не получат нужные питательные вещества, естественно, могут быть проблемы далее с хранением. Очень важно, чтобы чеснок полностью высох. Вот здесь все сухое будет, и здесь будет сухое. Только тогда, а это обычно аж в середине августа, вторая половина августа, вот это уже делаю. Поэтому и тоже благоприятный день, нельзя заранее беспокоить чеснок. Нельзя в таком виде его уже закладывать на хранение. Он не будет храниться, потом будет проблема, скажете, что поставили хранить в знаке зодиака, который соответствует хранению, в сухом там знаке, в огненном, а он не хранится. Да и не будет храниться, потому что вы не сделали неправильно, сам процесс дозаривания не прошел правильно, так как должно быть. А должно быть, у бабушки все время мы выкапывали полностью вот так все чесночины, и все это находилось практически до конца августа. И только потом мы уже их перебирали и отрезали. Вот что-то в венок шло, венки делали, чаще всего это были венки. Или же вот срез, если уже будет сухое, вот только тогда, когда сухая вот эта стрелочка, вот тогда уже делали обрезку. Ну и тогда уже делалась вот эта обрезка корешочков, потому что корешочки еще, вот я сейчас режу их, они тяжело режутся, потому что они еще не высохли полностью, да, с краю обсохли, а здесь еще идут процессы, видите, здесь все еще работает, здесь еще вот эта важная часть, вот эта материнская часть, она еще обеспечивает вот эти детки, вот эти чесночины важными питательными веществами для того, чтобы они созрели и после созревания уже стали взрослыми, самостоятельными чесноками, луковицами, для того, чтобы можно было их уже употреблять в пищу. Мы и так их употребляем, но для посадки и для хранения вот такой чеснок уже сухой будет годиться. А пока что мы этот чеснок не беспокоим, пусть он лежит, и у нас вот нашли мы место, придумали, где все время тень, но очень сильная высокая температура, но нормально, вот он продолжает храниться, созревать. Вот такой он сегодня. Мы показывали, как мы собирали, и такой сегодня вот наш чеснок. Раиса Горяченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы по поводу того, когда созреет чеснок, как определить. А как определить? Очень просто его определить. Вот таким образом, с большим чесноком, то есть взрослым. Ну, а детки – это наши воздушные стрелки, на которых маленькие воздушненькие луковички созревают и тоже еще не готовы. Они продолжают созревать, пока полностью вот эта часть не станет сухой и не высыпется вот все там вот эти штучки. Вот видите, у меня тут одна осталась. Вот. Пока вот этот процесс созревания, пока полностью все питательные вещества не перейдут вот эту воздушную луковичку, до тех пор мы не беспокоим наши растения чеснока. Для того, чтобы они были, естественно, качественными и хорошо хранились и служили нам долгий период всей будущей зимы. И весны тоже. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.